Урок 1. Кататься на коньках весело. Привет, Анна, так весело кататься на коньках и скользить по склону. Я знаю, верно. Я так взволнована и полна энергии. Я тоже. Мне не терпится делать это снова и снова в эти несколько дней отпуска. Абсолютно. Это такое захватывающее занятие, а снежный пейзаж добавляет азарта. Согласен. Это отличный способ насладиться зимней погодой и получить удовольствие. Я рада, что мы решили попробовать. Это, безусловно, изюминка нашего отпуска. Определенно. Давайте проведем здесь время по максимуму и устроим еще больше удивительных приключений. Конечно, Джон. Я уже с нетерпением жду нашей следующей тренировки на коньках. Рассчитывайте на меня. Во время этого отпуска у нас останутся незабываемые воспоминания. В этом дух. Давайте сохраним азарт и будем использовать каждый момент по максимуму. Конечно, Анна. Давайте прекрасно проведем время. Урок 2. Я иду в продуктовый магазин. Привет, Анна, я иду в продуктовый магазин. Есть ли что-то конкретное, что вам нужно? Привет, Джон. Да, у нас на исходе несколько основных вещей. Не забудьте молоко и яйца. Отмечено, Анна. Я обязательно возьму молоко и яйца. Что-нибудь еще? Кроме того, у нас кончается хлеб. Не могли бы вы забрать буханку? Конечно, Анна. Я добавлю в список буханку хлеба. Что-нибудь еще мне нужно купить? На этом пока все, Джон. Спасибо за помощь с продуктами. Добро пожаловать, Анна. Я скоро вернусь со всем, что есть в списке. Отлично. Я начну готовить другие ингредиенты для нашего блюда. Скоро увидимся, Джон. Скоро увидимся, Анна. Я постараюсь не забыть молоко, яйца и хлеб. Урок 3. Есть ли ограничения на сумму, которую я могу взять с собой? Привет, Анна. Я планирую поездку и хочу спросить об ограничении багажа. Есть ли ограничения на то, сколько я могу взять с собой? Привет, Джон. Да, обычно существует ограничение на количество багажа, которое вы можете взять с собой в поездку. Понимаю. Ограничение одинаковое для всех авиакомпаний или оно разное? Лимит багажа может варьироваться в зависимости от авиакомпании и типа имеющегося у вас билета. Итак, как мне узнать, каков конкретный лимит на мой рейс? Обычно информацию об ограничениях на багаж можно найти на веб-сайте авиакомпании или связавшись со службой поддержки клиентов. В этом есть смысл. Обязательно зайду на сайт авиакомпании, чтобы определить лимит на мой конкретный рейс. Отличная идея, Джон. Всегда лучше быть информированным и подготовленным. Есть ли какое-нибудь общее эмпирическое правило упаковки? Например, какая сумма считается разумной? В разумное количество багажа обычно входит чемодан или сумка, соответствующие ограничениям авиакомпании по размеру и весу. Я учту это при упаковке вещей. Я не хочу превышать лимит и сталкиваться с дополнительными сборами или проблемами. Безусловно, рекомендуется эффективно упаковывать вещи и избегать ненужных вещей. Спасибо за информацию, Анна. Я позабочусь о том, чтобы упаковать вещи в пределах допустимого количества вещей и приятного путешествия. Добро пожаловать, Джон. Удачного путешествия и приятных путешествий. Урок 4. Я слышал, что японские пейзажи потрясающие. Привет, Анна. Я подумываю о планировании отпуска.
Я слышала, что в Японии потрясающие пейзажи. Привет, Джон, ты абсолютно прав. Япония известна своими потрясающими пейзажами и природной красотой. Я всегда хотела увидеть цветение вишни в полном расцвете. Я слышала, что от них захватывает дух. Ах да, цветение сакуры в Японии — это настоящее зрелище. Пейзаж становится таким ярким и живописным. Могу себе представить. Наверное, это невероятный опыт — наблюдать за красотой природы таким уникальным образом. Это определенно так, Джон. Цветение сакуры создает волшебную атмосферу и символизирует приход весны. Есть ли в Японии какие-либо конкретные места, которые вы бы порекомендовали для наблюдения за цветением сакуры? Некоторое популярное место для цветения сакуры включают Киото, Токио и Нару. Здесь есть прекрасные парки и сады. Звучит потрясающе. Я обязательно включу эти места в свой маршрут, когда планирую поездку в Японию. Уверен, вы прекрасно проведете время, изучая пейзажи и погружаясь в японскую культуру. Я с нетерпением жду этого, Анна. Спасибо, что поделились своими мыслями и рекомендациями. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, вы проведете незабываемые впечатления в Японии и насладитесь красотой цветущей сакуры. Я благодарна за это, Анна. Я обязательно сделаю несколько красивых фотографий, чтобы поделиться ими с вами, когда вернусь. Урок 5. Есть ли у вас в виду какие-либо направления? Привет, Анна. Я искал варианты отдыха для нас. Есть ли у вас в виду какие-либо направления? Привет, Джон. Я тоже провел небольшое исследование. В рамках нашего бюджета доступно несколько вариантов. Приятно это слышать, Анна. Важно найти место, которое предлагает оптимальное соотношение цены и качества. Конечно, Джон. Я нашла несколько недорогих пляжных курортов, а также несколько живописных горных курортов. Пляжные курорты звучат расслабляюще, а отдых в горах обеспечит освежающую смену пейзажа. Согласен, Джон. Все зависит от того, хотим ли мы спокойного пляжного отдыха или увлекательного отдыха в горах. Давайте взвесим все за и против каждого варианта. Какие пляжные направления вы нашли? Я нашла несколько доступных вариантов в Мексике и Таиланде. У них прекрасные пляжи и множество развлечений. Мексика и Таиланд выглядят привлекательно. А как же отдых в горах? Какие-нибудь конкретные места? Да, я наткнулся на несколько недорогих вариантов в швейцарских Альпах и скалистых горах Колорадо. Они предлагают потрясающие виды и приключения на свежем воздухе. Швейцарские Альпы и скалистые горы Колорадо подарят вам живописные и захватывающие впечатления. Это непростой выбор. Это действительно так, Джон. Нам следует учитывать наши предпочтения и опыт, который мы хотим получить. Ты права, Анна. Давайте вместе обсудим и примем решение. Я с нетерпением жду нашего предстоящего отпуска. Я тоже, Джон. Я уверен, что мы найдем идеальное место, соответствующее нашим желаниям и бюджету. Согласна, Анна. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс. Давайте продолжим изучение и обсуждение наших вариантов. Похоже на план, Джон. Я с нетерпением жду возможности спланировать потрясающий отпуск с вами. Урок 6. Я подумываю отправиться в одиночное приключение. Привет, Анна. Я подумываю отправиться в одиночное приключение. Как мне это спланировать?
Привет, Джон, звучит захватывающе. Чтобы спланировать одиночное приключение, вы можете начать с исследования места назначения. Изучение места назначения имеет смысл. На какие ключевые моменты мне следует обратить внимание во время исследования? Вам следует искать информацию о местной культуре, достопримечательностях, советах по безопасности и необходимых проездных документах. Это очень полезно, Анна. Я обязательно соберу всю необходимую информацию, прежде чем определиться с пунктом назначения. Отлично, Джон. Выбрав пункт назначения, вы можете составить подробный маршрут поездки. Как мне составить маршрут? Есть ли какие-либо конкретные шаги, которым я должен следовать? Во-первых, определите место и мероприятие, которое обязательно нужно посетить в пункте назначения. Затем выделите время для каждого аттракциона и спланируйте свое ежедневное расписание. Понимаю. Поэтому мне следует уделить приоритетное внимание местам и занятиям, которые меня больше всего интересуют. Именно так, Джон. Составление гибкого маршрута позволит вам максимально использовать свое одиночное приключение. Есть ли другие важные аспекты, которые я должен учитывать при планировании поездки в одиночку? Да, важно подумать о вариантах размещения, транспорте и бюджете поездки. Проживание, транспорт и составление бюджета – все понятно. Я обязательно спланирую и распределю свои ресурсы соответствующим образом. Это разумный подход, Джон. Заблаговременное планирование поможет вам провести приятное одиночное приключение. Спасибо за рекомендации, Анна. Теперь я чувствую себя увереннее в планировании своей одиночной поездки. Добро пожаловать, Джон. Уверен, вы прекрасно проведете время и оставите незабываемые воспоминания о своем одиночном приключении. Я ценю твою поддержку, Анна. Мне не терпится отправиться в это новое приключение. Урок 7. Я пытаюсь установить постоянный режим упражнений. Привет, Анна. Я пытаюсь установить постоянный режим упражнений. Как вы тренируетесь? Привет, Джон. Здорово, что ты уделяешь приоритетное внимание упражнениям. По утрам я обычно занимаюсь йогой. Йога звучит как отличный способ начать день. Какие преимущества вы получили от занятий йогой? Йога помогает мне улучшить гибкость, нарастить силу и снизить стресс. Это также улучшает мое общее самочувствие. Это замечательные преимущества, Анна. Мне интересно включить йогу в свой распорядок дня. Какие-нибудь советы для новичков? Для новичков важно начать с уроков йоги или учебных пособий по йоге, удобных для новичков. Сосредоточьтесь на правильном положении тела и прислушивайтесь к своему телу. Я учту это, Анна. Есть ли специальные ресурсы или приложения, которые вы рекомендуете для изучения йоги? Доступно много отличных ресурсов. Некоторые популярные приложения для изучения йоги включают студию йоги, Down Dog и ежедневную йогу. Я посмотрю эти приложения, Анна. Есть ли у вас другие любимые упражнения или занятия, которые вам нравятся? Помимо йоги, мне также нравится ходить на прогулки или пробежки в парке и выполнять силовые упражнения дома. Включение прогулок, пробежек и силовых тренировок звучит как полноценный распорядок дня. Я тоже подумаю о том, чтобы их добавить. Отличная идея, Джон. Полезно комбинировать занятия, чтобы тренировки были интересными и были нацелены на разные группы мышц. Я ценю твою проницательность, Анна. Сейчас у меня есть мотивация к тому, чтобы регулярно тренироваться. Я рада это слышать, Джон.
Не забывайте начинать постепенно и прислушиваться к своему телу. Последовательность– ключ к достижению результатов. Я учту это, Анна. Спасибо, что поделились своими упражнениями и дали рекомендации. За более здоровый образ жизни. Урок 9. Я подумываю приготовить смузи. Привет, Анна. Я подумываю приготовить смузи. Вы предлагаете использовать ананасовое, манговое, банановое и кокосовое молоко. Привет, Джон, эта комбинация звучит восхитительно. Из ананаса, манго, банана и кокосового молока можно приготовить освежающий тропический смузи. Я рада, что ты так считаешь, Анна. Должен ли я добавить дополнительные ингредиенты или подсластители? Для пикантного вкуса можно добавить немного свежего сока лайма или немного меда, если вы предпочитаете более сладкий вкус. Сок лайма и мед, понял. Я обязательно добавлю их в свой смузи. Звучит прекрасно, Джон. Не забудьте все смешать до однородной кремообразной консистенции. Конечно, Анна. Я буду взбивать до однородной кремообразной консистенции. Какие-нибудь другие советы? Вы также можете добавить горсть кубиков льда, чтобы сделать смузи охлажденным и освежающим. Охлажденное и освежающее – вот к чему я стремлюсь, Анна. Для этого я добавлю несколько кубиков льда. Замечательно, Джон. Уверена, у тебя получится потрясающий смузи. Наслаждайтесь. Спасибо за предложение, Анна. Не могу дождаться, когда смогу насладиться моим тропическим смузи. Урок 10. Я хотел поговорить с вами кое о чем. Привет, Анна, я хотела кое-что с тобой поговорить. Я стараюсь изо всех сил, но иногда грусть становится все сильнее. Привет, Джон, я здесь, чтобы послушать. Совершенно нормально иногда чувствовать себя переполненным грустью. Помните, что вам не нужно сталкиваться с этим в одиночку. Спасибо, Анна. Очень важно иметь кого-то, с кем можно поговорить. Иногда кажется, что с грустью слишком тяжело справиться. Понимаю, Джон. Бывает сложно справиться с переполняющими эмоциями. Важно позволить себе чувствовать и обращаться за поддержкой, когда это необходимо. Это приятно слышать, Анна. Как я могу справиться с этим непреодолимым чувством печали? Существуют разные стратегии выживания, которые могут помочь. Вы можете попробовать поговорить с доверенным другом или членом семьи, заняться любимым делом, позаботиться о себе или обратиться за профессиональной помощью, если это необходимо. Я буду помнить об этих стратегиях, Анна. Разговор с кем-то и участие в занятиях, которые мне нравятся, кажутся хорошей отправной точкой. Конечно, Джон. Помните, что главное — делать маленькие шаги и проявлять мягкость к себе. Можно обратиться за помощью, когда она вам нужна. Я ценю твою поддержку и понимание, Анна. Мне приятно осознавать, что я могу протянуть руку помощи, когда печаль становится слишком сильной. Добро пожаловать, Джон. Не стесняйтесь обращаться к нам. Вы не одиноки в этом, и вместе мы сможем пережить трудные времена. Спасибо, Анна. Ваши слова очень много значат для меня. Я благодарна за то, что ты мой друг. Это взаимное чувство, Джон. Друзья здесь, чтобы поддерживать друг друга, особенно в трудные моменты. Мы справимся с этим вместе. Урок 11. Дресс-код. Привет, Анна. Я хотела спросить твоего совета. Конечно, в чем, похоже, проблема? Привет, Джон, я здесь, чтобы помочь. О чем ты думаешь? Что ж, меня пригласили на официальное мероприятие,
и дресс-код требует галстука. Это не мой стиль, и он у меня уже есть. Понимаю, Джон. Если это не ваш стиль, вы можете найти альтернативы традиционному галстуку. Есть и другие варианты, такие как галстуки-бабочки или квадраты для карманов, которые могут придать вашему образу нотку индивидуальности. Отличное предложение, Анна. Я никогда не думала о галстуках-бабочках или карманных квадратах. Я рассмотрю их как альтернативы. Хорошо сохранять непредвзятость и экспериментировать с разными стилями. Возможно, вы найдете что-то, что вам по вкусу и при этом соответствует дресс-коду мероприятия. Это правда, Анна. Я рассмотрю разные варианты и выберу то, что соответствует моему личному стилю, но при этом соответствует требованиям дресс-кода. В этом дух, Джон. В одежде важно чувствовать себя комфортно и уверенно. Конечно, Анна. Спасибо за ваш совет и за помощь в нестандартном мышлении. Я ценю это. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог вам помочь. Помните, что стиль — это выражение личности, и главное — найти то, что подходит именно вам. Удачи в выборе одежды. Еще раз спасибо, Анна. Я учту это и приму решение, соответствующее моему стилю и требованиям мероприятия. Урок 12. Какие здесь основные виды транспорта? Привет, Анна. Я недавно переехала в новый город. Какие здесь основные виды транспорта? Привет, Джон. В этом городе есть комплексная система общественного транспорта, включающая автобусы, поезды и трамваи. Приятно это знать, Анна. Существуют ли специальные приложения или веб-сайты, которые я могу использовать для навигации по системе общественного транспорта? Да, доступно несколько приложений и веб-сайтов. Некоторые популярные из них включают официальное транспортное приложение города и другие сторонние приложения, которые предоставляют обновления в режиме реального времени и планируют маршруты. Я обязательно скачаю официальное транспортное приложение, Анна. Похоже, это удобный инструмент для передвижения. Это определенно полезно, Джон. Кроме того, в этом городе широко доступны такси и услуги совместного использования поездок. Приятно слышать, Анна. Приятно знать, что существует множество вариантов транспорта. Конечно, Джон. В зависимости от ваших потребностей и предпочтений вы можете выбрать наиболее подходящий вид транспорта для каждой ситуации. Спасибо за информацию, Анна. Это, безусловно, поможет мне более эффективно ориентироваться в городе. Я рада, что смогла помочь тебе, Джон. Изучение вариантов транспорта облегчит вам передвижение по городу и знакомство с ним. Спасибо за рекомендации, Анна. Я очень рада начать изучать и использовать различные виды транспорта, доступные здесь. Урок 13. В последнее время я пытаюсь повысить свой уровень физической подготовки. Привет, Анна. В последнее время я пытаюсь улучшить свой уровень физической подготовки. Какие упражнения ты делаешь? Я слышал, что сложные движения могут быть полезны. Привет, Джон. Я тоже сосредотачиваюсь на сложных движениях. Они задействуют сразу несколько групп мышц и отлично влияют на общую силу и координацию. Вот некоторые примеры: приседания, становая тяга и жим лежа. Это интересно, Анна. Я слышала об этих упражнениях. Есть ли другие сложные движения, которые вы рекомендуете? Конечно, Джон. Подтягивания, выпады и жимы головы также являются эффективными комплексными упражнениями для различных групп мышц. Я запомню об этом, Анна.
Похоже, включение сложных движений в свой распорядок дня пойдет на пользу моей общей физической форме. Конечно, Джон. Комплексные упражнения помогают наращивать функциональную силу и улучшать состав тела. Они также экономят время. Это плюс, Анна. Я всегда ищу эффективные способы получить максимальную отдачу от тренировок. Замечательно, что у тебя есть мотивация улучшить свою физическую форму, Джон. Не забывайте прислушиваться к своему телу, начинать с правильной формы и постепенно увеличивать интенсивность. Спасибо за совет, Анна. Я буду уделять приоритетное внимание правильной форме и постепенно прогрессировать в своих тренировках. Добро пожаловать, Джон. Приятного вам занятия фитнесом и не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут дополнительные вопросы. Я благодарна за это, Анна. Я буду держать вас в курсе моего прогресса. За более здоровое и сильное будущее. Урок 14. Условия этого нового приложения. Привет, Анна. Я прочитала условия этого нового приложения. Да, я тщательно проанализировал их. Привет, Джон, это здорово. Всегда полезно прочитать и понять условия, прежде чем использовать какое-либо новое приложение или сервис. Согласна, Анна. Важно знать, на что я соглашаюсь, каковы мои права и обязанности. Конечно, Джон. Сталкивались ли вы с какими-либо конкретными моментами или проблемами при анализе условий? Что ж, я заметил некоторые положения, касающиеся сбора данных и конфиденциальности. Я хотел убедиться, что понимаю, как будет использоваться и защищаться моя личная информация. Это серьезная проблема, Джон. Понимание методов сбора данных и соблюдение конфиденциальности в приложении имеет решающее значение для защиты вашей информации. Конечно, Анна. Я уделила время подробному изучению этих разделов, чтобы убедиться, что меня устраивает обработка моих данных. Замечательно, что вы активно защищаете свою конфиденциальность, Джон. Если у вас есть дополнительные вопросы или сомнения, вы всегда можете обратиться в службу поддержки приложения за разъяснениями. Отличное предложение, Анна. Я учту это, если возникнут дополнительные вопросы. Лучше быть информированным, чем предполагать. Конечно, Джон. Получение информации расширяет возможности вас как пользователя. Я рад, что вы уделили время тщательному анализу условий. Спасибо, Анна. Для меня важно принимать взвешенные решения, особенно когда речь идет о моих личных данных. Я ценю вашу поддержку. Добро пожаловать, Джон. Я здесь, чтобы поддержать тебя. Если вам нужна дополнительная помощь или у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Я так и сделаю, Анна. Ваше руководство и поддержка очень много значат для меня. Еще раз благодарю вас за помощь. Урок 15. Я искал новую квартиру. Привет, Анна. Я искал новую квартиру. Да, я запланировал несколько просмотров на эти выходные. Надеюсь, я найду что-то, что мне понравится. Привет, Джон, это здорово. Просмотр нескольких квартир даст вам лучшее представление о том, что есть в наличии, и поможет вам принять обоснованное решение. Согласна, Анна. Прежде чем принимать решение, важно изучить разные варианты и учесть различные факторы. Конечно, Джон. При осмотре апартаментов обязательно обратите внимание на такие важные особенности, как планировка, удобство и расположение. Это хорошие замечания, Анна. Я обязательно обращу внимание на эти аспекты и посмотрю, соответствуют ли они моим предпочтениям и потребностям.
Также рекомендуется задавать вопросы о любых конкретных требованиях или проблемах, таких как правила проживания с домашними животными или наличие парковки. Я учту это, Анна. Задавая вопросы, я смогу собрать всю необходимую информацию, чтобы сделать осознанный выбор. Это правильный подход, Джон. Не торопитесь, сравните плюсы и минусы каждой квартиры и доверьтесь своей интуиции. Спасибо за совет, Анна. Я подойду к просмотру с ясным складом ума и буду верить, что смогу принять наилучшее решение. Добро пожаловать, Джон. Уверен, вы найдете отличную квартиру, соответствующую вашим потребностям. Удачи в просмотрах. Спасибо, Анна. Я ценю твою поддержку. Я буду держать вас в курсе событий и надеюсь, что скоро найду идеальное место, которое можно назвать своим домом. Урок 16. Я изучаю потенциальные возможности для бизнеса. Привет, Анна. Я изучаю потенциальные возможности для бизнеса. У нас есть проверенный опыт работы на аналогичных предприятиях. Каковы ваши требования к рассмотрению вопроса о создании нового коммерческого предприятия? Привет, Джон. Впечатляет, что у нас есть проверенный опыт работы в аналогичных проектах. Рассматривая возможность создания нового коммерческого предприятия, я учитываю несколько ключевых требований. Каковы эти требования, Анна? Мне интересно узнать, каким факторам вы уделяете приоритетное внимание при оценке потенциальных возможностей для бизнеса. Что ж, одно из важных требований – жизнеспособный рынок. Я хочу обеспечить спрос на продукт или услугу, которые мы планируем предложить. В этом есть смысл, Анна. Высокий рыночный спрос имеет решающее значение для успеха и устойчивости любого коммерческого предприятия. Конечно, Джон. Еще одно требование – конкурентное преимущество. Я ищу уникальные преимущества или аспекты, которые отличают бизнес от конкурентов. Анна, наличие конкурентного преимущества определенно может дать нам преимущество на рынке. Для привлечения клиентов важно предложить что-то ценное и оригинальное. Да, очень важно отличать себя от других, Джон. Кроме того, я также рассматриваю финансовую целесообразность и потенциальную прибыльность предприятия. Финансовая целесообразность и прибыльность являются ключевыми факторами, Анна. Нам необходимо обеспечить, чтобы бизнес мог приносить устойчивые доходы и прибыль. Верно, Джон. Наконец, я также принимаю во внимание ресурсы и возможности, которыми мы располагаем для поддержки нового предприятия. Анна, важно оценить наши ресурсы и возможности, чтобы определить, есть ли у нас необходимые средства для эффективного выполнения бизнес-плана. Именно так, Джон. Принимая во внимание эти требования, мы можем повысить вероятность успеха и принимать обоснованные бизнес-решения. Я ценю твою проницательность, Анна. При оценке новых возможностей для бизнеса полезно иметь четкий набор требований. Давайте не будем забывать об этом при изучении потенциальных проектов. Конечно, Джон. Мне не терпится увидеть, какие возможности открываются перед нами. Давайте воспользуемся нашим опытом и примем разумное решение для нашего следующего предприятия. Урок 17. В последнее время я много путешествую. Привет, Анна. В последнее время я много путешествую и извлекла несколько ценных уроков. Основываясь на вашем опыте, можете ли вы дать мне какой-нибудь совет? Привет, Джон, определенно. Один важный урок, который я усвоил, заключается в том, что в путешествиях всегда нужно иметь при себе копии важных документов. Отличный совет, Анна. Наличие копий важных документов может стать спасением в экстренных или непредвиденных ситуациях. Конечно, Джон.
Рекомендуется иметь при себе копии паспорта, удостоверения личности, маршрута путешествия и любых других важных документов. Я обязательно это сделаю, Анна. Лучше подготовиться и иметь дубликаты, чем полагаться только на оригиналы. Еще один полезный совет — храните цифровые копии важных документов на телефоне или в безопасном облачном хранилище. Это разумный подход, Анна. Хранение цифровых копий может обеспечить дополнительный уровень резервного копирования и доступности. Да, Джон. В случае утери или кражи цифровые копии помогут вам быстро получить доступ к необходимой информации и сообщить об инциденте. Я ценю совет, Анна. Во время путешествия важно проявлять инициативу и принимать меры предосторожности, чтобы путешествие прошло гладко и без проблем. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог поделиться полезными советами. Не забывайте хранить копии отдельно от оригиналов в целях дополнительной безопасности. Это хорошие напоминания, Анна. Я обязательно сохраню копии в надежном месте, отдельно от оригиналов. Отлично. Надеюсь, эти советы пригодятся вам во время путешествий, Джон. Приятных приключений и будьте в безопасности. Спасибо, Анна. Я запомню эти уроки и буду получать максимум удовольствия от путешествий. Ваш совет очень ценен для меня. Урок 18. Я смотрел цены на нашу предстоящую поездку. Привет, Анна. Я искал цены на нашу предстоящую поездку. Они великолепны. Что ж, сделай это, а я соберу с собой кое-какие предметы первой необходимости. Привет, Джон, это фантастические новости о ценах. Всегда приятно, когда мы можем найти выгодные предложения для путешествий. Конечно, Анна. Экономия на дорожных расходах позволяет нам направлять свой бюджет на другие приятные впечатления во время поездки. Конечно, Джон. Во время упаковки не забудьте взять с собой предметы первой необходимости, такие как одежда, подходящие для погоды, туалетные принадлежности и все необходимые лекарства. Это хорошие напоминания, Анна. Правильно упаковав вещи, мы подготовимся к путешествию и почувствуем себя комфортно. Кроме того, не забудьте взять с собой все электронные устройства и зарядные устройства для них, а также любые дорожные адаптеры, которые могут вам понадобиться. Верно, Анна. Важно, чтобы наша электроника была заряжена и готова к использованию, особенно если мы используем ее для навигации или связи. Именно так, Джон. Также неплохо взять с собой небольшую аптечку первой помощи с основными медицинскими принадлежностями, такими как пластыри и обезболивающие средства. Я добавлю это в свой список, Анна. Наличие аптечки первой помощи дает нам душевное спокойствие в случае незначительных травм или проблем со здоровьем. Наконец, не забудьте взять с собой все необходимые проездные документы, такие как паспорта, визы или информацию о туристической страховке. Конечно, Анна. Проездные документы необходимы, и мы должны еще раз проверить их наличие перед отъездом. Отлично. Теперь, когда у нас все готово, мы можем сосредоточиться на том, чтобы насладиться поездкой и оставить незабываемые воспоминания. Спасибо за напоминание, Анна. Я обязательно возьму с собой все необходимое для комфортного и приятного путешествия. Давайте вместе отправимся в фантастическое путешествие. Добро пожаловать, Джон. Я тоже в восторге от нашей поездки. Давайте воспользуемся этим по максимуму и прекрасно проведем время. Урок 19. Думаю, нам следует продлить срок. Привет, Анна. Учитывая объем работы, думаю, нам следует продлить срок. Привет, Джон, я согласен.
Учитывая объем работы, которую нам необходимо выполнить, продление срока позволит нам добиться высококачественного результата. Конечно, Анна. Важно отдавать предпочтение качеству, а не спешить уложиться в нереалистичные сроки. Конечно, Джон. Продлив срок, мы сможем выделить больше времени на тщательное планирование, исполнение и анализ. Это мудрый подход, Анна. Лучше уделить время тому, чтобы наша работа была хорошо продумана и соответствует желаемым стандартам. Более того, продление срока позволит нам более гибко реагировать на любые непредвиденные проблемы или изменения, которые могут возникнуть. Ты права, Анна. Всегда полезно иметь свободное время на случай непредвиденных обстоятельств, которые могут повлиять на проект. Кроме того, продление срока может помочь нам сохранить здоровый баланс между работой и личной жизнью и предотвратить чрезмерный стресс или эмоциональное выгорание. Это важное соображение, Анна. Забота о нашем благополучии и поддержание устойчивых темпов роста крайне важны для производительности в долгосрочной перспективе. Конечно, Джон. Очень важно найти баланс, который позволит нам добиться отличных результатов, заботясь о себе. Анна, я обсужу возможность продления срока с заинтересованными сторонами проекта. Думаю, они поймут необходимость дополнительного времени. Похоже, это хороший план, Джон. Открытое общение и прозрачность играют ключевую роль в обсуждении продления сроков с заинтересованными сторонами. Спасибо за ваш вклад, Анна. Ваша точка зрения и идеи очень важны для принятия обоснованных решений. Давайте работать вместе для достижения наилучшего результата. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог внести свой вклад. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям мы добьемся выдающихся результатов. Давайте приступим к работе. Урок 20. Я рассматривал варианты транспорта для нашей предстоящей поездки. Привет, Анна. Я рассматриваю варианты транспорта для нашей предстоящей поездки. Я предпочитаю общественный транспорт. Надежна ли здесь автобусная система? Привет, Джон. Общественный транспорт– удобный выбор. Автобусная система здесь в целом надежна, но у нее есть свои плюсы и минусы. Понятно, Анна. Можете ли вы рассказать мне больше о надежности автобусной системы? Следует ли учитывать какие-либо конкретные факторы? Что ж, Джон, надежность автобусной системы может варьироваться в зависимости от таких факторов, как условия движения и время суток. В этом есть смысл, Анна. Думаю, важно правильно спланировать наше путешествие и учитывать возможные задержки в часы пик. Именно так, Джон. Рекомендуется проверить расписание автобусов и выделить дополнительное время на случай непредвиденных задержек. Я учту это, Анна. Подготовленность и гибкость расписания помогут нам более эффективно ориентироваться в автобусной системе. Кроме того, стоит отметить, что некоторые автобусные маршруты могут быть более надежными, чем другие из-за разницы в частоте и спросе. Отличное замечание, Анна. Мы можем исследовать и идентифицировать автобусные маршруты, известные своей надежностью и частотой движения. Конечно, Джон. Всегда полезно собирать информацию и планировать маршруты заранее, чтобы обеспечить беспрепятственное и своевременное путешествие. Я ценю ваши идеи, Анна. Общественный транспорт может быть экономичным и экологичным вариантом, поэтому очень приятно знать о надежности автобусной системы. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог предоставить некоторую информацию. Давайте воспользуемся общественным транспортом по максимуму и насладимся поездкой.
Согласна, Анна. Используя общественный транспорт, мы можем путешествовать более захватывающим и экологичным. Давайте отправимся в приключения. Урок 21. Я обдумывал наш план на следующие выходные. Привет, Анна. Я обдумываю наш план на следующие выходные. У тебя есть какие-то конкретные идеи? Привет, Джон. Я подумывал прогуляться по близлежащей пешеходной тропе. Это может быть отличный способ насладиться природой и позаниматься спортом. Звучит замечательно, Анна. Мне нравится ходить в походы, и это освежающий способ провести время на свежем воздухе. Какую тропу вы рассматривали? Я слышала о тропе под названием Каскадная тропа. Она известна своими красивыми пейзажами и умеренным уровнем сложности. Кажется, нам это очень подходит. Звучит прекрасно, Анна. Умеренная сложность будет приятной, и мы можем уделить время тому, чтобы полюбоваться окружающим миром. Вы знаете, какова длина тропы? Да, длина каскадной тропы составляет около 5 миль, поэтому для однодневного похода это должно быть приемлемое расстояние. Отлично. Обязательно возьму с собой воду, закуски и солнцезащитный крем. Есть ли еще что-нибудь, что нам следует взять с собой в поход? Всегда полезно иметь небольшой рюкзак с предметами первой необходимости, такими как аптечка первой помощи, карта или путеводитель, а также полностью заряженный телефон на случай чрезвычайных ситуаций. Хорошая мысль, Анна. Отправляясь в поход, важны безопасность и готовность. Я обязательно соберу эти вещи перед тем, как мы отправимся в путь. Отлично. Мы также можем проверить прогноз погоды ближе к дате, чтобы убедиться, что мы одеваемся правильно и возьмем с собой все необходимые дополнительные вещи. Это хорошее замечание, Анна. Знание погодных условий поможет нам чувствовать себя комфортно на протяжении всего похода. Я рад, что вы согласны с идеей похода, Джон. Думаю, это будет веселый и бодрящий способ провести выходные. Конечно, Анна. Изучение природы и походы – идеальный план на выходные. Я с нетерпением жду этого. Я тоже, Джон. Давайте сделаем это походное приключение незабываемым. Мне не терпится отправиться в путь вместе с вами. Урок 22. Есть ли у вас рекомендации по упаковке? Привет, Анна. Я планирую нашу предстоящую поездку. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по упаковке? Привет, Джон. Одна из моих главных рекомендаций – взять с собой легкую вещь. Путешествие с меньшим количеством багажа может сделать нашу поездку более удобной и приятной. Отличное предложение, Анна. Легкая упаковка избавит нас от необходимости носить тяжелые сумки и обеспечит большую гибкость во время путешествий. Конечно, Джон. Еще один совет – возьмите с собой одежду, которую можно сложить. Таким образом, мы можем корректировать одежду в зависимости от погоды или перепадов температуры. Анна, многослойность имеет смысл. Это дает нам возможность адаптироваться к различным климатическим условиям и условиям, не перегружая вещи. Именно так, Джон. Также полезно брать с собой быстросохнущую одежду, особенно для занятий, связанных с водой или неожиданным дождем. Отличное замечание, Анна. Быстросохнущая одежда может стать спасением, когда нам нужно постирать или высушить ее во время поездки. Это экономит время и позволяет нам чувствовать себя Кроме комфортно. того, обратите внимание на универсальные вещи, которые можно комбинировать для создания разных нарядов. Это поможет максимально эффективно использовать наш ограниченный гардероб. Это разумный подход, Анна. Наличие универсальных вариантов одежды позволяет нам создавать разные образы, не упаковывая лишних вещей.
Не забудьте взять с собой предметы первой необходимости, такие как удобная обувь, туалетные принадлежности и все необходимые лекарства. Эти предметы могут значительно улучшить наше впечатление от путешествий. Конечно, Анна. Для прогулок необходима удобная обувь, а наличие необходимых туалетных принадлежностей и лекарств гарантирует нам то, что нам нужно. Наконец, не забудьте проверить конкретные дресс-коды или культурные нормы мест, которые мы посетим. Это поможет нам правильно упаковать вещи. Хорошее напоминание, Анна. Уважение к местным обычаям и соблюдение дресс-кода свидетельствуют о культурном чуткости и помогают нам слиться с окружающими. Я рад, что вы нашли эти рекомендации полезными, Джон. Легкая и удобная упаковка может сделать наше путешествие более комфортным и беззаботным. Спасибо, Анна. Ваши предложения, несомненно, повлияют на то, как мы подготовимся к путешествию. Давайте возьмем с собой налегке и насладимся нашим приключением в полной мере. Урок 23. Я подумываю посетить прибрежный город. Привет, Анна, я подумываю отправиться в путешествие. Звучит захватывающе. Куда ты собираешься пойти? Привет, Джон. Я подумываю посетить прибрежный город. Я слышал, что здесь красиво и потрясающие пляжи. Звучит потрясающе, Анна. Прибрежные города часто предлагают спокойный и живописный отдых. О каком конкретном городе вы думаете? Я собираюсь посетить город под названием Seaside Cove. Он известен своей очаровательной атмосферой, живописным побережьем и яркой местной культурой. Seaside Cove звучит как идеальное место, Анна. Я тоже слышала об этом много хорошего. Когда ты планируешь поехать? Я подумываю поехать в следующем месяце, в непиковый сезон. Здесь должно быть меньше людей, и мы сможем насладиться более спокойным отдыхом. Это разумное решение, Анна. Отправляясь в непиковый сезон, мы можем избежать скопления людей и, возможно, получить более выгодные предложения на проживание. Конечно, Джон. Кроме того, у нас будет больше шансов полностью погрузиться в местную культуру и насладиться красотой города. Вы исследовали какие-либо конкретные мероприятия или достопримечательности в Seaside Cove, которые мы не должны пропустить? Да, есть чем заняться. Мы можем исследовать пляжи, заняться водными видами спорта, посетить местные музеи и побаловать себя свежими морепродуктами. Звучит как фантастический маршрут, Анна. Мне особенно хочется попробовать местные морепродукты. Я слышала, что в прибрежных городах это очень вкусно. Конечно, Джон. Мы можем насладиться ароматами моря и в полной мере ощутить прибрежный образ жизни. Это будет незабываемое путешествие. Я в восторге от этой поездки, Анна. Давайте начнем планировать проживание и развлечения. Мне не терпится исследовать Приморскую бухту вместе с вами. Урок 24. Я провел мозговой штурм некоторых маркетинговых стратегий для нашего нового продукта. Привет, Анна. Я провел мозговой штурм некоторых маркетинговых стратегий для нашего нового продукта. Думаю, сотрудничество с микроинфлюенсерами было бы эффективным. Привет, Джон, отличная идея. У микроинфлюенсеров есть преданная и заинтересованная аудитория, которая помогает нам более эффективно выходить на целевой рынок. Точно, Анна. Их небольшое, но очень заинтересованное количество подписчиков часто придает им больше достоверности и доверия к рекомендациям. Согласен, Джон.
Подписчики часто считают микроинфлюенсеров более привлекательными и заслуживающими доверия, что может положительно повлиять на восприятие нашего бренда. Кроме того, сотрудничество с микроинфлюенсерами позволяет нам ориентироваться на конкретные нишевые рынки и охватить более целевую аудиторию. Это значительное преимущество, Джон. Сотрудничая с влиятельными лицами, отвечающими ценностям нашего бренда и целевой аудитории, мы можем обеспечить, чтобы наше послание находило отклик у нужных людей. Также стоит учитывать, что сотрудничество с микроинфлюенсерами может быть более экономичным по сравнению с работой с крупными влиятельными лицами или знаменитостями. Конечно, Джон. Микроинфлюенсеры, как правило, взимают меньшую плату или даже готовы к обмену продуктами, поэтому наша маркетинговая стратегия является более бюджетным вариантом. Еще одно преимущество заключается в том, что микроинфлюенсеры часто имеют более высокий уровень вовлеченности в свой контент, а это значит, что нашему продукту, скорее всего, будет уделяться Это больше очень внимания важный и момент, привлекать Джон. больше внимания и Повышение ажиотажа. вовлеченности означает повышение узнаваемости, что может привести к повышению узнаваемости бренда и потенциальной конверсии клиентов. Я рада, что мы пришли к единому мнению, Анна. Сотрудничество с микроинфлюенсерами кажется эффективной маркетинговой стратегией для продвижения нашего нового продукта. Конечно, Джон. Давайте начнем исследовать и выявлять микроинфлюенсеров, которые подходят нашему бренду. Мне не терпится увидеть, какое влияние они могут оказать на наши маркетинговые усилия. Урок 25. Знаете ли вы, есть ли плата за вход в эти достопримечательности? Привет, Анна. Я искал достопримечательности, которые мы хотим посетить во время нашей поездки. Вы знаете, есть ли плата за вход в эти достопримечательности? Привет, Джон. Да, у некоторых из них может быть входной билет. Популярные достопримечательности обычно взимают плату за содержание и сохранение этого места. В этом есть смысл, Анна. Оплата входного взноса помогает поддерживать в хорошем состоянии достопримечательности и позволяет посетителям наслаждаться ими долгие годы. Конечно, Джон. Важно учитывать эти сборы как часть нашего бюджета на поездки и планировать их соответствующим образом. Знаете ли вы, есть ли какие-либо достопримечательности, вход на которые бесплатный или со скидкой? Да, некоторые достопримечательности могут иметь определенные дни или часы, когда вход бесплатный или со скидкой. Стоит посетить их официальные веб-сайты или связаться с ними напрямую для получения такой информации. Отличная идея, Анна. Воспользовавшись бесплатным входом или льготными тарифами, мы сможем сэкономить деньги без ущерба для впечатлений. Кроме того, мы можем рассмотреть возможность приобретения абонементов на аттракционы или городских карт, которые предоставляют доступ к нескольким достопримечательностям по сниженной цене. Я об этом не думала, Анна. Покупка абонементов на аттракционы может быть выгодным вариантом, если мы планируем посетить несколько достопримечательностей в определенном районе. Именно так, Джон. Эти абонементы часто обеспечивают удобство и экономию средств, особенно если у нас насыщенный маршрут и мы хотим максимально использовать свое время. Спасибо за понимание, Анна. Важно учитывать стоимость входных билетов и изучить различные варианты, чтобы сделать нашу поездку более бюджетной. Добро пожаловать, Джон. Заблаговременное планирование и учет расходов, связанных с достопримечательностями, помогут нам хорошо подготовиться к путешествию и сделать его приятным. Давайте обязательно изучим входные билеты и доступные скидки на достопримечательности, которые мы хотим посетить. Это поможет нам соответствующим образом спланировать маршрут и бюджет. Конечно, Джон. Таким образом, мы сможем максимально использовать наше путешествие и обеспечить незабываемые впечатления без каких-либо сюрпризов. Урок 26. Вы заметили, насколько эта комната открыта и просторна?
Привет, Анна, вы заметили, насколько эта комната открыта и просторна? Да, Джон, у меня есть. Думаю, дело в больших окнах и высоких потолках. Конечно, Анна. Обильное естественное освещение, проникающее через окна, создает ощущение открытости и делает комнату более уютной. Согласен, Джон. Благодаря естественному освещению пространство становится больше и ярче, что способствует общему простору. Высокие потолки также играют важную роль. Они придают комнате ощущение величия и создают ощущение воздушности. Верно, Джон. Более высокие потолки притягивают взгляд вверх, делая комнату более просторной и усиливая общее ощущение открытости. Мне всегда нравились номера с такими архитектурными особенностями. Они существенно влияют на ощущение пространства и могут улучшить общую атмосферу. Я чувствую то же самое, Джон. Эти элементы дизайна могут преобразить комнату и сделать ее более приятным местом для проведения времени. Интересно, как сочетание естественного света, больших окон и высоких потолков может создать такую приятную и просторную атмосферу. Конечно, Джон. Это свидетельство того, как продуманный выбор дизайна может повлиять на наше восприятие и восприятие пространства. Я рада, что у нас есть такая комната. Благодаря этим элементам здесь так открыто и просторно. Это действительно отличное место для отдыха и расслабления. Урок 27. Я пойду за продуктами позже. Привет, Анна, я пойду за продуктами позже. Есть ли что-то конкретное, что вам нужно? Привет, Джон. Да, у нас мало товаров. Я составлю для тебя список. Хорошо, понял. Я обязательно найду все, что есть в списке. Спасибо, Джон. Вот список: яйца, молоко, хлеб и некоторые свежие фрукты и овощи. Отмечено, Анна. Я обязательно заберу эти вещи. Отлично. И не забудьте также взять куриные грудки. Конечно, Анна. Я добавлю куриные грудки в список. Нужна ли вам помощь в доставке продуктов, когда вы вернетесь? Это было бы полезно, Анна. Я сообщу вам, когда буду в пути, чтобы вы могли встретиться со мной у дверей. Звучит неплохо, Джон. Я буду готова помочь вам с сумками. Спасибо, Анна. Я ценю твою помощь. Скоро увидимся. Жду с нетерпением, Джон. Безопасный шопинг. Урок 28. Я слышала, что вы начинаете заниматься фитнесом по-новому. Привет, Анна. Я слышала, что ты начинаешь заниматься фитнесом по-новому. Это разумный шаг. Привет, Джон. Да, я хочу уделить приоритетное внимание своему здоровью и привести себя в форму. Я считаю, что здоровое питание дополняет мои цели в фитнесе. Конечно, Анна. Употребление питательной пищи обеспечит ваше тело топливом, необходимым для максимальной работоспособности. Я планирую добавлять в свои блюда больше фруктов, овощей и нежирных белков. Отличный подход, Анна. Эти продукты богаты витаминами, минералами и необходимыми питательными веществами. Я также хочу сократить потребление обработанных пищевых продуктов и сладких напитков. Думаю, это пойдет на пользу. Ты абсолютно права, Анна. Сокращение употребления обработанных пищевых продуктов и сладких напитков может улучшить общее самочувствие. Мне не терпится поэкспериментировать с новыми полезными рецептами и найти вкусные альтернативы нездоровым закускам. В этом дух, Анна.
Здоровое питание не обязательно должно быть скучным. Существует множество вкусных и питательных блюд. Я рада, что ты так думаешь, Джон. Меня вдохновляет осознание того, что я могу наслаждаться едой и при этом принимать здоровые решения. Конечно, Анна. Важно применять сбалансированный подход, включающий в себя как удовольствие, так и питание. Я с нетерпением жду этого пути к более здоровому образу жизни, Джон. Я ценю твою поддержку. Добро пожаловать, Анна. Я здесь для того, чтобы поддерживать тебя на каждом шагу. Давайте вместе будем стремиться к более здоровому и счастливому будущему. Урок 29. В большинстве городов хорошо развиты автобусы или метро. Привет, Анна. Я думала о вариантах транспорта в разных городах. Конечно, в большинстве городов есть хорошие транспортные сообщения или метро, верно? Привет, Джон, ты абсолютно прав. Во многих городах есть эффективные и хорошо связанные автобусные системы или метро, которые облегчают жителям и гостям поездки на работу. Приятно знать, Анна. При знакомстве с новым городом приятно иметь надежный общественный транспорт. Конечно, Джон. Общественный транспорт может быть удобным и экономичным способом передвижения, особенно в городских районах с интенсивным движением транспорта. Согласна, Анна. Часто удобнее пользоваться общественным транспортом, чем искать парковку или сидеть в пробке. Конечно, Джон. Кроме того, использование общественного транспорта также может быть более экологичным, уменьшая индивидуальные выбросы углекислого газа. Отличный момент, Анна. Важно учитывать влияние наших транспортных решений на окружающую среду. Конечно, Джон. Выбирая общественный транспорт, мы можем способствовать уменьшению заторов и загрязнения воздуха в городах. Я обязательно учту это, Анна. Когда я буду ездить в новое место, я обязательно ознакомлюсь с доступными вариантами общественного транспорта. Это мудрый подход, Джон. Общественный транспорт может предоставить уникальный взгляд на город и впечатление от него. С нетерпением жду этого, Анна. Спасибо, что рассказали о преимуществах использования общественного транспорта. Это то, чему я буду уделять приоритетное внимание в своих будущих путешествиях. Добро пожаловать, Джон. Наслаждайтесь будущими приключениями и используйте общественный транспорт по максимуму, куда бы вы ни отправились. Безопасных путешествий! Еще раз спасибо, Анна. Я ценю ваши идеи и добрые пожелания. Я позабочусь о том, чтобы путешествия были приятными и экологичными. Урок 30. Я слышала, что вы занялись рисованием в качестве хобби. Привет, Анна. Я слышала, что вы занялись рисованием в качестве хобби. Звучит увлекательно. Привет, Джон. Да, я недавно начала рисовать, и это стало для меня прекрасным творческим отдушиной. Отлично, Анна. Изучение вашей творческой стороны может быть полезным и приятным занятием. Это действительно так, Джон. Я считаю, что выражение себя с помощью цветов и мазков успокаивает и лечит. Понимаю, почему, Анна. Живопись позволяет раскрыть свое воображение и создать нечто уникальное. Именно так, Джон. Удивительно, как чистый холст может превратиться в прекрасное произведение искусства. Я никогда раньше не пробовал рисовать, но, услышав ваш опыт, я решил начать свой собственный творческий путь. Приятно это слышать, Джон. Живопись может быть отличным способом расслабиться, снять стресс и открыть в себе новые таланты.
Думаю, это было бы освежающим изменением по сравнению с моим обычным распорядком дня. Возможно, я скоро попробую. Я призываю тебя сделать это, Джон. Никогда не знаешь, какие скрытые таланты ты можешь раскрыть. Я ценю поддержку, Анна. Я начну собирать необходимые материалы и попробую рисовать. В этом дух, Джон. Наслаждайтесь процессом и дайте волю своему творчеству. Мне не терпится увидеть ваши работы. Спасибо, Анна. Я с нетерпением жду возможности открыть для себя это новое хобби и поделиться с вами своим творческим путешествием. Урок 8. Я подаю заявление на получение визы. Привет, Анна, я подаю заявку на визу. Как я могу проверить статус моего заявления? Привет, Джон. Чтобы проверить статус вашего заявления, вы можете выйти в интернет или связаться с посольством или консульством, в которое вы обратились. Выход в интернет звучит удобно. Какой веб-сайт или платформу мне следует использовать для проверки статуса моей заявки? На сайте посольства или консульства обычно есть специальный раздел, где вы можете отслеживать статус вашей заявки. Найдите страницу с визовыми услугами или отслеживанием заявлений. В этом есть смысл, Анна. Я зайду на сайт посольства или консульства и поищу раздел отслеживания заявок. Хороший план, Джон. Как только вы перейдете в раздел отслеживания, вам, возможно, потребуется ввести справочный номер заявки или другие данные, чтобы получить доступ к вашему статусу. Анна, я позабочусь о том, чтобы у меня был под рукой номер заявки. Есть ли другие способы проверить статус? При желании вы также можете напрямую связаться с посольством или консульством. Они смогут предоставить вам самую точную и актуальную информацию. Я учту это, Анна. Приятно знать, что у меня есть несколько вариантов проверить статус моей заявки. Конечно, Джон. Всегда полезно быть в курсе хода рассмотрения заявки. Спасибо за рекомендации, Анна. Я последую вашим предложениям и буду отслеживать мое заявление на визу. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, с вашей заявкой все пройдет гладко. Удачи! Я благодарна за это, Анна. Я буду проявлять инициативу и следить за своей заявкой.